И всем привет, друзья, с вами я, Ранаполда, и со мной, как в прошлый раз, Анталанс. Здрасте. И сегодня я покажу вам баги, очередные баги от Анталанса, которые он нашел, которые связаны у нас, собственно говоря, с новым инструментом, который добавил Chill, который называется Transform Tool, или как я уже забыл, как он называется. Ну, собственно говоря, в этом ролике будет несколько багов, которые вы можете повторить и удивить этим своих друзей. И что же, давайте перейдем к сути видео. И первый баг связан у нас с шариками. Анталанс, вам слово. Ну, два бага. Смотрите, мы активируем шарик, его дублируем, планируем и снова активируем. Ё-моё, у нас улетает шарик в небо. Анталанс немного промахнулся. Давайте я пока пробую повторить этот баг. Собственно говоря, делайте, как у меня на видео. Мы запускаем шарик. После этого мы его дублируем при помощи нового Transform Tool. Удаляем оригинал. И перезапускаем. И оп, как мы видим, шарик улетел у нас в космос. Вот такой вот замечательный баг, который связан с новым инструментом. Так что пока вы не пофиксили, можете его использовать. Так, я не попал. И... Как мне Талант сказал, их вот эти шарики тоже можно дублировать. Шарики замечательные, они очень прикольные такие декорации. Думаю, сохранить их, конечно, не получится. Но тоже довольно прикольная штука. Также вы можете на них ходить. Вот так вот. То есть у них есть коллизия. И также довольно интересная штука, то что когда мы выделяем этот шарик рулеткой, выделяется этот блок. И если мы его увеличим, то на шарик это никак не повлияет. И у нас есть похожий баг, он работает точно так же, как с шариком, только с парашютом. Анталанс его сейчас показывает. Берем дублир, удаляем оригинал и снова включаем. И только надо, чтобы это было прям... Вот это я вам уже говорил. Да, он сделал зонтик, который имеет коллизию. Ну, то есть тоже такая замечательная штука, которой можно удивить своих друзей. Давайте тоже по-быстрому попробую сделать, чтобы, ну, вы убедились, что это реально работает. То есть мы так делаем, потом мы дублируем. И все, у нас есть такие зонтики. Вот такой замечательный баг с шариком и зонтиком. Надеюсь, что вам понравился. Коллизию включи и выключи, чтобы он прям выделялся. Коллизию. Сейчас пробуем. Так, оп. Ой, ё-моё, понимаю. И, как мы видим, на него даже коллизия не распространяется. Он шизит и вообще вывернулся. А мы переходим к следующему багу. И следующий баг у нас связан с фейерверками. Собственно говоря, Анталанс нам покажет этот баг. И вы увидите просто, он мне очень нравится. И, собственно говоря, мой любимый баг. Так, давайте посмотрим, что он делает. Этот баг я сам обнаружил. Без всяких интернетов. Мы садимся на сидушку, выделяем новым инструментом шарик, фейерверк, запускаем его и дублируем. И посмотрите только, у нас появилась копия этого же фейерверка, вечно горящая. То есть, я не знаю, если вы там делаете какую-нибудь дискотеку, вечеринку, то, мне кажется, довольно неплохая декорация. Только, естественно, сохранить ее вряд ли получится. И так что мы видим, ее можно дублировать. Ее даже можно задублировать, и их, по-моему, можно сохранять. Сохранять? Ну, вы тогда попробуйте пока сохранить. А я пока покажу зрителям, как делать этот баг. Собственно говоря, чтобы делать этот баг, вам нужно поставить фейерверк. Рядом с ним поставить сидушку водителя, можно пилота. И все, что нам нужно сделать дальше, это выделить ее при помощи нового инструмента, выбрать клоун и запустить его при помощи стула. Запускаем, дублируем. И тогда у меня произошло чудо, у меня упали вместо фейерверка. Смотрите, у меня вместо фейерверка упали эти искры, которые вырываются из него. То есть я нашел... Ранее нашел новый баг. Да, я нашел новый баг из этого бага. И, собственно говоря, давайте сделаем все-таки его по-нормальному, как и должно было быть. Удаляй фейерверк только. Эти я оставлю, да, они очень красивые. Запускаем, дублируем. И все, вот, все, у нас появился фейерверк этот. И мы можем, наверное, его даже продублировать. Ну да, как Анталанс говорил, можем его продублировать еще раз. И потом еще раз. И так очень много раз дублировать, чтобы у вас было миллиарды таких фейерверков. Ну, собственно говоря, переходим к следующему багу. Следующий баг у нас связан с гарпуном. Анталанс, продемонстрируйте, пожалуйста. Это баг-троллинг, потому что благодаря этому можно пошутить над другом.
Мы выстреливаем в любую цель, желательно стоящую, которая не может передвигаться, и просто это клонируем. Мы получаем первое поломанные крылья у гарпуна, а второе это то, что мы теперь не можем никак взаимодействовать с ним. Мы не можем передвинуть его, Да, ребят, притянуть поверьте мне, в следующую цель. я на него кликаю, он не приближается. У нас получился сломанный гарпун, благодаря чилу-дебилу. А сделать... еще можно его убрать, он коллиженный. ну и да, если убрать коллизию, то у нас, собственно говоря, мы тоже его не можем приблизить. Делать баг. Я даже не думаю, что возникнут проблемы, но все равно объясню. Просто цепляете его и затем дублируете. Собственно говоря, баг готов. Вот крылышки обвалились, и у нас ничего не приближается. Такой короткий баг. Переходим к следующему. И еще один замечательный баг, который у нас хочет показать Анталанс, он связан с этой пушкой. Называется он Луч Смерти, ну или как хотите его называйте. То есть мы ставим петлю, ставим замороженный блок там, и просто его протягиваем. И после этого размораживаем. И, собственно говоря, как вы видите, у нас прикрепился этот блок к дулу этой пушки. И реально так можно всякую шизу творить, как мы видим, он застревает там. Можно меня пинать. Собственно говоря, я сейчас на Анталансе это продемонстрирую. И также можно прикрепить динамит и с помощью динамита взрывать чужие постройки. Когда будет включено ПВП. Естественно, да, нужно, чтобы было включено ПВП. И давайте я вам покажу, собственно говоря, как это выглядит. Так, Анталанс, не надо, все, я сейчас сам тоже этот баг буду делать, чтобы тебе отомстить. Так, собственно говоря, мы ставим пушку, после этого мы в ее дуло вставляем петлю. Так, я поставлю move 0. Так, Анталанс мне там пытается помешать. У него это хорошо получилось. Так, и после этого мы ставим палку. Так, Анталанс, кыш отсюда. Палочку. Вот такой вот. Анталанс говорил, что можно заморозить. Я без заморозки, но без заморозки они у вас могут отваливаться, то есть тоже опасно. Так, Анталанс, вставай. И теперь мы будем мстить Анталансу за то, что он меня пинал. Вот так, вот так. То есть, как мы видим, отомстить ему реально можно. Его немножечко тут шизит. И этим лучом, собственно говоря, можно блоки пинать, как, думаю, вы поняли. Так, что это было? Вот если мы, например, поставим блок, то мы его сможем пнуть. Если, конечно, мы сможем им управлять. Да, то есть, как мы видим, мы реально можем фигарить им людей, постройки и так далее. И, как я уже говорил, можно прикрепить динамит. Ну, собственно говоря, переходим к следующему багу. И еще один такой прикольный баг с этими пушками, который заключается в том, что после них остается такой след. Собственно говоря, Анталанс сейчас его продемонстрирует. Смотрите, он сидит на самолете, и когда он взлетает, это выглядит, ну, очень красиво. То есть, будто он реально летает на самолетусе. И когда мы видим, он разные трюки делает, после него остается такой вот красивый след. И сейчас я покажу вам, как его делать. Делать его, думаю, некоторые уже догадались даже как. Для этого вам понадобится пушка. Так, баг тоже этот от Анталанса. Сейчас я вам расскажу, как его сделать. Вы просто выпихиваете оттуда все. Не совсем от меня, так что чтобы на меня не злились, не ругались. Ну да, то есть это, ну, в любом случае, предбаг рассказал мне Анталанс. Мы эту пушку дотрачиваем, после чего из нее начинает идти дым. Затем нам нужны ракеты. Можно на обычных, можно. Ну, давайте обычные поставлю, потому что Анталанса Соник ракеты. Затем мы ставим сиденье пилота и дублируем эти пушки как можно больше. Чем больше пушек, тем красивее, собственно говоря, будет ваш след. И когда мы их дублируем, после них остается след. И также, наверное, стоило закрепить, чего я, к сожалению, не сделал. Сейчас же это исправим. Так, и сейчас я дублирую и покажу вам, что у меня получится. Собственно говоря, столько их надублировал, они все находятся внутри этой пушки. Мне просто воспользоваться вспомогательной палкой, потому что они отваливались. И теперь, собственно говоря, что нам нужно сделать, это просто этого всего убрать коллизию. Кроме, наверное, да, этих ракет, да. Выбираем этого всего Transparency, да, не коллизию. И, собственно говоря, все готово. Можем выбирать ракету и попробовать взлететь и посмотреть, что произойдет. И, как мы видим, мы оставляем вот такой вот замечательный след. И когда мы летаем, после нас остается такой крутой след, который, собственно говоря,
показывает нашу траекторию полета. И мне кажется, это очень красиво. Для тех, у кого там есть какие-нибудь пассажирские самолеты, как у меня, кстати, вы можете сделать такие следы, чтобы прям все было реалистично. Ну и мы переходим, собственно говоря, к следующему багу. И следующий баг, собственно говоря, нашел я сам, когда сварил баги Анталанса. Связан он с перчатками. Собственно говоря, баг довольно интересный. Мы ставим перчатку, потом присоединяем к нему стул. Так, только он у меня не присоединяется. Тогда все, присоединяем к нему стул. И после этого наша задача очень быстро его склонировать, когда он выстрелит. И прислушайтесь, что будет происходить со звуком. Я сделаю вам специально погромче. Смотрите. Все, тогда мы сделали этот баг. Что это было? Это я запустил фейерверки. К сожалению, у нас все сломалось. Анталанс там хорошо. И теперь смотрите, в чем прикол. Идет нормально. А теперь, когда мы ударим эту. То есть, как вы слышите, звук обрезается очень сильно. И, собственно говоря, чем позже вы нажмете, тем сильнее звук обрежется. То есть, это такой баг со звуком, потому что с багов со звуком в билде, по-моему, я еще не видел. Тоже довольно интересная штука. Переходим к следующему багу. И следующий баг у нас связан, собственно говоря, с гравитацией, благодаря которому мы можем ходить не по земле, а по стене. Как этот баг делать, я сам еще не понял. Сейчас посмотрим, что делает Анталанс, и он нам, думаю, расскажет все. Так, мы делаем такую палку, и на другом конце, как бы, типа утяжелителя, еще одной палки. И делаем небольшую платформу. Вот такую. И желательно, типа, получается, сделать какой-то груз, или самостоятельно это передвинуть. Смотрите, мы берем, ставим сидушку, прицепляем это на себя с помощью тортиков. Делаем непонятный, невидимый. Не надо. Это я ничего не делал, Вот стоит на месте. Робокс поломался. Типа, баги. Делаем невидимую фигню. Хавай. Теперь, получается, убираем, типа, коллизию и, цвет. И делаем... ладно, смотрите. Боже мой, посмотрите, это просто сумасшествие какое-то. Мы можем, собственно говоря, даже встать на Анталанса. Можно, пожалуйста? Опа. И когда мы на него встаем, Анталанс нас может таскать. И вот мы, собственно говоря, совместный квест. У меня это выглядит, будто он ходит по стене. У него же это выглядит, будто он ходит по полу. Я этот баг уже встречал в 2019 году. Ну вот Анталанс, собственно говоря, нашел, как его сделать. И сейчас, собственно говоря, я попробую его повторить. Сейчас мне Анталанс вкратце объяснил, как это делать. Я не очень понял, но надеюсь, что у меня все получится. Собственно говоря, мы делаем ту самую конструкцию, которую он только что делал. Вот подобного плана. После этого мы делаем вот такую палку. И здесь небольшой грузик, как он и говорил. Я думаю, что такой сойдет. Такой ведь сойдет грузик. Да. После этого мы ставим вот сюда вот сидушку. Садимся и дальше при помощи тортиков засовываем внутрь себя их. Так, оп-оп-оп. Так, у меня немного не получилось, но ничего. Попробуем еще раз. Так. Это вырежу. Раз, два, все. Я прикреплен. Теперь мы все это убираем. И мы можем ходить с этой палкой. Затем мы этот грузик выводим за пределы строительной зоны. Дальше у нас ход идет выделялка. Мы с помощью нее замораживаем этот кубик. И затем при помощи рулетки выделяем его. И кликаем на любой ползунок. Тогда. Так, теперь мы можем ходить. И что нам нужно делать дальше? У меня ты стоишь сейчас на месте. Ты должен перевернуть эту палку в основную панель. При помощи чего? Можно с помощью сидушки, можно с помощью футбольного мячика, может она удачно упадет. Давай сидушкой тогда. Так, и, собственно говоря, давайте его перевернем. Я переверну при помощи сидушечки. Надеюсь, что... так. Такая высота подойдет. Так, пом-пом-пом. Кстати, можешь отсоединиться от этой палки длинной. Уже. Если рядом с ней сделал, то все нормально будет? Да. Только, Так, отлично. надо будет все равно отсоединиться. Ничего, все сделаем. Все, отлично, у меня получилось. После этого...
У меня сидушка сдвинулась. Удаляй тортики. После этого удаляю тортики, да. Все спокойно, я могу их спокойно удалять, и ничего не произойдет, да? Да. Так, тортики. Так, удалил. И теперь, получается, твоя задача запрыгнуть на эту платформу. Так, я запрыгнул, и все работает? Да, ты ходишь у меня сейчас по стене вверх, вниз. Вот сейчас ты внизу, я на тебя запрыгнул. Давай, да. Ё-моё, посмотрите, это просто incredible. И я вам даже ставлю футажик с вида Энталанса, как я, собственно говоря, у него выгляжу. И сейчас вы на экране вы можете, собственно говоря, увидеть, как я хожу у него по стене. Ну, собственно говоря, такие вот баги мне замечательно показал Анталанс, за что ему огромное спасибо. Ссылку на его творчество вы можете найти, собственно говоря, тоже в описании. И если вы хотите еще больше роликов с Анталансом, потому что у него есть еще несколько багов, которые мне показать, эти баги реально достойны, то есть баги интересные, то напишите обязательно об этом в комментариях. Ну, собственно говоря, с вами был я, Рональполдо. Если вам понравился данный ролик, то вы можете поставить лайк. Если вам ролик не понравился, то дизлайк. Переходите на канал Анталанса. Собственно говоря, огромное вам спасибо за просмотр. С вами был я, Рональполдо, Анталанс. Да, я был тут-то. Всем удачи, всем пока!